Франция. Париж. Осень 1836 года. Салон Жорж Санд. Вы не находите вчерашний бал слишком скучным? Беру. О боже, они опять об этой дурацкой выставке картин Эжена. Сколько можно? Тут на нем было всего пару интересных вещей. Виски и декольте леди М. Всего-то. Сдаю. В чем сдаете? В художественных вкусах? Не понимаю вас уже. Кажется, мне нужно немного больше минут. Дамы, господа, новое произведение звучит в моей голове. Меня посетила муза. Ференс, милый, это я? Нет, это муза. Давайте лучше сыграем в фанты. Нам нужна шляпа. У меня есть одна. Две. Вы бы еще дуэль из-за шляпы устроили. Анере, давайте сюда. Жорж, в таком случае я возьму вас секунданта. Со мной тогда месье Лист. Нет, нет, никаких дуэлей. Месье Лист занят творчеством. Я первый. Мисс Симо, я знаю, очень похоже. Да нет же, точно манеры мисс Планель, как ты не узнаешь? В самом-то деле, господа, это всего лишь курица. Слава богу, вы угадали. Я уже боялся перевоплощения в мисс Планель. Дорогой, мне кажется, или тебя уже ожидает бокал вина? Следующий фан тянет Жорж. Не отвлекайтесь, пожалуйста. Мари, дай мне другой фан. Нет, дорогая, так не делается. Давайте-ка сюда. Поцеловать первого, кто войдет в комнату. О, Аврора, так нечестно. Почему? Не считается. Сударыня, к вам гость. О, Фредерик, вы отлично выглядите сегодня. Благодарю вас, сударыня. Вы очень добры. Эжен, Анарен, посмотрите, кто к нам пришел. Фредерик, ты все-таки вышел из дома. Мы все безумно рады встрече, но давайте не будем забывать об игре. На самом деле. Сударь, позвольте вашу руку. По всему выходит, следующий фан тянете вы. Вы знакомы с правилами игры? Да, конечно. Знакомый почерк. Фредерик, что же там? Сыграть венгерскую рапсодию. Даже не знаю, кто бы мог придумать этот фан. Просим, маэстро, просим. Это все хорошо, но я вообще к фантам не прикасался. Да, этот фан написала я, чтобы ввести вас в заблуждение. А вы видели новую картину Эжен? Конечно, он показывал мне первые эскизы. Да-да, давайте выпьем за картину моего друга Эжена. Дорогой, мне кажется, или запасы мяса уже наполовину опустели. Они наполовину полны. Мария, не будьте пессимистом. И вообще нам уже пора уходить. Да. Нам действительно пора. Приятно было провести вечер. Это взаимно. Ференс
прошу прощения. Пожалуй, и мы тогда откланяемся. Жорж. Фредерик, вы с нами? Уже уходите? Было приятно познакомиться. Позволите поцеловать? Пожалуй, не стоит. Боже мой, Аврора, только не говори мне, что ты... Я узнаю этот взгляд, ты меня не проведешь. Ну и кто же этот несчастный? Ваш завтрак. Вам Женькуй. смачного. Ваня, вам туда нельзя. Отстать. Ах, завтракаете, сударь. Думаете, своими письмами унизить меня на весь Париж? Становитесь в очередь. С кем имею честь? Прочтете на обложке. Она одним своим видом порочит доброе имя французских женщин. Она раздерживает... Погодите. Кажется, эти слова были адресованы не вам. И раз уж вы хотите меня в чем-то обличить, стоило бы прекратить читать чужие письма. Приятного аппетита. Эта женщина еще чего-то хочет? Нет, вам месье Делакруа. И он вежливый. Хоть у кого-то утро не безумное. Пусть зайдет. Друг мой, страшно подумать, сколько памятников и произведений искусства погубили революции. Революция. Ее огнем объяты больше. Я понимаю тебя, друг мой. Знаешь, когда люди гибнут на соседней улице, это немного другое. Как я хотел бы поддержать революцию не только музыкой, но и делами. Фредерик, ты не знаешь, о чем говоришь. Но мои друзья там сражаются за свободу, а я только мечу громы на фортепиано. Будь проклят день отъезда. Почему я не с ним? Ты правда не понимаешь, какое счастье оставаться здесь, в безопасности. Вилюсь, наверное, погиб на стенах. Марцелия я вижу в неволе. Савинский, благородная душа в руках этих мерзавцев. Мой бедный отец, мама, сестры. Это коснется и их тоже. А я нагрел себе место в Париже. Что не делается, все к лучшему. Эй, Фредерик, посмотри на меня, послушай. Ты ведь получаешь письма из дома? Да, от отца и сестер. Что они пишут? Они больше спрашивают обо мне, чем рассказывают. Вот видишь, они держали бы тебя в курсе, случись что плохое. Дорожайший фриц, мы все здоровы. Папа теперь не будет так уставать, потому что в лице он ведет каллиграфию и только половину часов немецкого. Это хорошо. Пани Савинская всякий раз сердечно про тебя расспрашивает. Почему я не могу быть с тобой? Я немногим бы тебе пригодилась, но все же иногда оказалось бы и не лишним. У тебя, верно, снова трудности с концертом. Нам кажется, что он не может состояться раньше 26-го. Мне искренне тебя жаль. Хотелось бы, чтобы ты поскорее отделался от этой неприятности. И чтобы мнение о Кальбреннере у папы и Эльснера улучшилось. Им кажется, что он с тобой не искренен, и я уж порой злюсь, так как хотя ты и молод, у тебя достаточно разума, чтобы не дать себя надуть. Будь здоров, мой дорогой Фриц. Целую тебя миллион раз. Поступай так, чтобы ты сам был доволен. И сейчас, и потом. Пиши, когда захочется, когда будут настроение и время. Пиши много. Люби нас, потому что мы любим тебя больше жизни. Они пишут очень тепло. А те от кого? Поклонники и поклонницы? Все от одной, самой неугомонной. Тебе стоит быть к ней снисходительным. Она души в тебе не чает. Пусть не чает, не так навязчиво. Такая она, наша Жорж. Зато могу сказать наверняка, что это искренне. Ты уверен? Мари говорит, что в ее кругу было много
достойных кавалеров. Мари, Пассия Ференса. а что сам Ференс думает по этому поводу? У него слишком предвзятое отношение к госпоже Сам. И поэтому ты станешь слушать абсолютно непредвзятое мнение его женщины, став глухим к словам друга. Жен, даже говорить об этом не хочу. Как скажешь. Но запомни мои слова. Я в людях не ошибаюсь. Мне казалось, Нан — это идеальный вариант. Лучшее, что я могу предложить. И все же... Вы просили оповестить, если... Какие-то новости? Только не говори, что это снова об Альфреде. Нет, записка от тех же мало. Что-то случилось. Велите подготовить экипаж? Да, и немедленно. Тише, милый Фрицик. Если вы не хотите меня видеть, то я, пожалуй, пойду. Вы всю ночь здесь? Это не проблема. Я очень тронут. Спасибо за вашу доброту, Аврора. Аврора. Утренняя заря. Вы не находите это символичным? То, что сейчас утро, То, что вы здесь. лежите, вам нужно отдыхать, а мне уже пора. Аврора, Да? спасибо. Каша, Прошу пана. книги Жорж Санд, те, которые она приносила. Ты пустила их на растопку или выбросила? Они на подоконнике. Их в камин. Нет, принеси их мне, будь добра. Паня спрашивала, как поют в Польше. Правда? И что ты ответила? Ты знаешь французский? Знаю, немного. Я сказала ей, на этот вопрос лучше ответить вам. Хорошо, ступай. Когда ты играешь, я не знаю, чего хочу больше. Как можно скорее схватить перо и писать? Или же вечно слушать? А что бы ты написал? Это был бы побег от рутины. Когда устаешь от всего и просто выбегаешь на улицу. А вокруг все зелено, цветет. И солнце лучами пробивается сквозь листву. А небо такое, прозрачное, чистое, голубое. И так свободно сразу становится. Так хорошо. Потом начинаешь останавливаться, приглядываешься, прислушиваешься. А вокруг люди.
их сперва и не замечаешь за буйством красок. А они есть. Кто-то поет, кто-то смеется. Наверное, праздник, и ты уже забываешь про все тяготы. И просто слушаешь, как чей-то протяжный голос тянет простую, но такую мелодичную песню. Ты слышишь ее, Фредерик? Слышу. И я тоже. Легкий мотив на странном французском. На польском. Не странно. Обычно. Хоть и поют они на разных языках, но мне кажется, все об одном. Возможно. Провинциальный акцент может стать помехой. Но ты ведь поймешь любую песню. Просто почувствуешь. Наверняка. Фредерик, Я... ты вспоминал свой дом, Письма. Это на самом деле так мало. и идут они целую вечность. Несколько вечностей. Поэтому я здесь, чтобы эту вечность скоротать. Мир будет говорить. Фредерик Шопен жил и работал здесь. Я хочу, чтобы это место стало тебе вторым домом. Что-то не так? Второй дом. Никогда не понимал этого выражения. Как дом может быть вторым? Он или один, или его нет вовсе. Эти слова обычно используют те, кому повезло меньше, чем тебе. Те, кто ищут свое место, И нужных людей. родственную душу. Хочешь, чтобы я сыграл еще? Можешь даже не спрашивать. Так что скажете? У тебя явно талант, дорогой. Но ему нужно много труда для того, чтобы развиваться. Ты же слышал, сколько Шопен тратит времени для того, чтобы найти нужные ноты? Не сравнивай меня с ним. Полно тебе. Анаре, скажите ему, что талант ничто без труда. Несомненно. Видел бы ты мои первые романы. Отвратительнейшие. Анаре, Но ведь это правда. Где бы я был без долгих часов работы? И вам, молодой человек, скажу, что у вас есть хорошие задатки. Но к ним нужно приложить немало труда. Дамы и господа, представляю вашему вниманию юное дарование. Только сегодня и только в этом зале Соланж Дюпен. Она отличная ученица. Она души в вас нечаянно. и что в этом плохого? Вам, Жорж, стоило бы начать беспокоиться. Кажется, у вас появляется соперница за сердце Фредерика. Думаю, об этом мне не стоит волноваться. Есть лишь одна женщина, которую сочла бы достойной соперницей в этом вопросе. И кто же это? Сама Польша. Разве я не права? Вижу, уроки с Соланж проходят успешно. Более чем. Никогда не мог понять радости в профессии педагога. Сидишь, пытаешься вбить знания в голову очередному зеленому юнцу. Простите, Марис, я не вас имею в виду. А мне нравится наблюдать за их успехами. А если попадаются неспособные? Совсем неспособных не бывает. Есть те, у кого больше трудностей на пути к результату. Вы верите в людей?
почему бы и нет? А у меня уверенно стреляет музыка. Да искусство в общем больше, чем люди. Фредерик, как вам пишется в Нуане? Искусство не может существовать отдельно от людей. Довольно неплохо. Достаточно источников для вдохновения. Его можно найти везде. Согласна. На твоем месте я бы непременно написала музыкальную пьесу, даже в честь моей собаки. О, это звучит как вызов. И я его принимаю. А сыграйте нам что-нибудь. Что-нибудь такое, чтобы мы погрузились в мир грез и теплых воспоминаний. ради меня. Ты же знаешь, что я не могу устоять перед твоим обаянием. Устоять он не может. О чем? Да все в том же. Вы только взгляните на них. Как разрумянилась Жорж, как на нее смотрит Ференс. Аврора никогда бы О, не... Фредерик, как бы мне хотелось в это верить. Я ведь знаю ее побольше вашего. И могу сказать наверняка, Я должен что... что-то сделать. Погодите, вам нельзя волноваться, Фредерик. Друг мой, это непозволительно. Прости. Фредерик, ах, все понятно. Я все о вас знаю. Ты что-то неправильно понял. Не знаю, что ты там себе придумал, но запомни, когда я в кругу друзей, я не женщина, я Жорж Санд. Раз так, тоже стану Фредериком Шопеном. И по обычаю ударюсь. Погодите, куда же вы? Работать. Аврора, мне тяжело дышать. Открой окно, пожалуйста. Нельзя, будет только хуже. Но так я совсем задохнусь. Тише, не задохнешься, я здесь. Тебе не хватает сил, возьми их у меня, я не жадная, поделюсь. Это невозможно. Все возможно. Вот, пока я с тобой хотя бы как этот портрет, все будет хорошо, все будет как надо. Сомневаюсь, что это подействует. А ты поверь. Ты точно, Аврора? Точно. Ты не дашь мне умереть? Не дам, даже не думай об этом. Я рядом, и никакая беда тебя не тронет. Спи. Только не уходи, пока я... Не уйду, не переживай. Отдыхай. Аврора! Аврора! Ой, прости. Вы кто такой? И что здесь забыли? Стой. А ты кто? Ты любовник? Ты любовник? Аврора, прости, я тебя люблю. Альфред, не мы. Фредерик, не надо. Аврора, ну прости, Альфред, я тебя уходи. люблю. Марис, Альфред, уходи. Аврора, но Марис! я тебя люблю. Я думал, что могу доверять тебе. Можешь, просто я думала, что... Кто утырить от меня этого сумасброда, это нормально. Фредерик, я надеялась, что этот ужасный человек больше не появится в моей жизни, а тем более в твоей.
Что это за человек? Отец твоих детей? Нет, это было еще до них. До них? Вот это упорный. Не то слово, гонялся за мной как безумный. Он запил? Вероятно. Потом все его угрозы прекратились, и мы давно ничего о нем не слышали. Что ж, по какой-то причине он вернулся. На что ты намекаешь? То, что у меня были мужчины, не означает, что я не умею хранить верность. Брось, Фредерик, я же не ревную тебя к пане Вадзинской. Не сравнивай. Это другое. Вот как? Другое? А этим ты что хочешь сказать? То, что пани Вадзинская не влезает в окно посреди ночи, чтобы так оповестить всех о своих чувствах. Фредерик. Да уж, от нее такого точно не стоило бы ожидать. В отличие от меня. Что, прости? Если мы когда-нибудь расстанемся, сразу предупреждаю, окна можешь не закрывать. Я бы посмотрел, как ты карабкаешься. Хочешь сказать, я не смогу? Не сомневаюсь, что сможешь. Вот и славно. Я принесу тебе кофе. Здравствуй. Ты что, подслушивал? Нет, я просто мимо проходила. С подносом. Мне приятно, Соланж, но лгать ты не умеешь. А мама умеет? Почему ты спрашиваешь? Ну, в доме много говорят. Ох, французы. С вами и я забываю, где правда, а где обычные сплетни. А больше, разве по-другому? Я сказала что-то не так? Ничего. Обычное желание мальчика увидеть и услышать мир обернулось побегом с родины. Кажется, я не был дома уже целую вечность. Но ведь я всегда здесь, чтобы эту вечность скоротать. Почему ты это говоришь? Потому что я вам хочу помочь. Я сделаю все, что угодно. Что попросите. Не верьте, я вам докажу, что для меня нет более близкого человека, чем вы. Я буду музой или пустым местом, но только ваше слово значит. Бегаешь за ним, как наша мама. Не сравнивай меня с ней. Ты что, меня специально злишь? А вдруг я ищу в этом вдохновение? Вот напишу гениальную картину и подпишу посвящение двум любимым собачкам Фредерика Шопена, Авроре и Соланж Дюпен. Ты ужасен! Я художник, и я так вижу мир. Хочешь поспорить? Я тебя хочу поколотить! Ну да, что тебе до творчества. Я ведь оскорбил твоего обожаемого Шопенчика. Ты думаешь, ты такой взрослый, умный и возвышенный? Ты просто несносный мальчишка, который никак не выберется из-под маминой юбки. Дамы, Фредерик, Уже вернулись? никакого азарта в охоте, тем более с этими новостями за плечами. Что ты имеешь в виду? Да, это просто ужасно, я никак не могу отойти. О чем вы? Вы разве не слышали? Аврора? Смотря о чем. Вокруг так много потрясающе ужасных вестей, что я не уверена. Это Бальфреди. Что? Опять он. Сколько можно и что на этот раз? Он наложил на себя руки. Дорогая, он был пьян. Это была случайность. Да он что трезв, что пьян, ты разве поймешь наверняка? Ну, Погодите. Что вы имеете в виду? То самое, друг мой. Вы разве были близко знакомы? У них была мимолетная встреча, не более того. Это ты его убила. Что за чушь? Я помню всю эту историю от начала до самого конца. А я ведь сразу сказала, что этот мальчик не для тебя создан. Мари, замолчи. С кем ты ему там изменила? С доктором? Это безумие. Бедный мальчик, он был обречен. Я увидела это сразу же в его глазах. Ференс, скажи ей, чтобы она умолкла. Что? Правда, уши режет? Я ухожу. Работать.
знала об Альфреде. И его смерть не моя вина. Но ведь все уже хорошо. Нет. Ты всегда так говоришь. Ты не можешь просто так пройти мимо. Хотя постой. Ты как раз таки можешь. У тебя на это есть силы. Тебе просто нужно отдохнуть. А тебе нужно почаще отрываться от своих романов и следить за тем, что происходит в доме. Хотя погоди, ты ведь не женщина, ты Жорж Санд. Какое у тебя дело? Дом не разваливается на куски, и уже ладно. А то, что все здесь больны, это ничего не значит. Иди спать, Фредерик. Сон не вылечит. И портрет уже тоже. Ведь я вижу это лицо перед собой. И оно только ранит. Даже не словами, а мыслями, воспоминаниями. И все же я пойду. Спокойной ночи. Что такое? Мама, я не могу. Он играл вчера весь день, и позавчера, и сегодня тоже. Ну, Ларис, он ведь работает. Он творит. Я тоже творец, мама. Я встал с самого утра, но нигде в нашем доме не спрятаться от этих звуков. Так нельзя. Он больной человек. Это не значит, что здоровых можно забыть. Я тут скоро с ума сойду от его музыки. Тише, Скотт, тише. Все хорошо. Нет, нехорошо. Я схожу с ума. Это твоя вина, Шопен. Не кричи, давай спокойно поговорим об этом. Твоя мать права, Марис. Не стоит так кричать. Я и так все прекрасно слышу. Фредерик? Фредерик, все дело снова в нем. Доброе утро, маэстро. Фредерик, он мне... Он ничто. Ты слышала его, мама? Он все прекрасно понимает. Помолчи. Довольно. Больше ни слова. Мне кажется, я здесь задержался. Задержался. Вы только посмотрите на это. Мисс Сан, эти 8 лет могут по праву называться вашим худшим романом. Ты здесь. Приехала все-таки. Детей брала с тобой? Не было проблем с деньгами. Я мог бы помочь, если что. Мне не сложно. Твой супруг не был против. Я ведь специально отправил ему письмо. Вы получили? Просто не хотелось бы создавать неудобств. Тише, милый фрицик. Вот бы и мама смогла приехать, и отец, и Изабелла, и Эмилия, все вы. Но ты не подумай, я очень рад тебя видеть. Правда рад. Я не обидел тебя словами случайно. Если так, прости. Я не хотел. Ты... Не трать силы на слова. Не стоит. Я просто так много всего хочу сказать. Прости глупого. Ты устал. Я болен. Нет портрета, который собрал бы все сомнения и страх. Чего ты боишься? Того же,
что и все, что чего-то не сделал или забыл. Людвига, я ничего не забыл? Ты ведь должна была напомнить мне о чем-то, правда? Подсказать. И если сам не смогу найти слово, это было какое-то слово? Я не помню. Помоги. Ты можешь? Я не всесильна. Ты можешь. Я ведь знаю, в таком не ошибаются. Значит, могу. Посиди со мной немного. Пожалуйста. Не уходи, пока я не усну. Нет повести печальнее на свете, мне грустно. Грустно каждый раз, когда я думаю о том, как люди эти уходят друг от друга навсегда. Спасибо. Давайте еще раз представлю наших прекрасных актеров и героев. Фредерик Шопен, Серафим Иванов.